Друзья, привет на канале Лука. У нас все интересно, даже реклама. В мире есть много аттракционов, от которых просто сносит голову, а есть и так нормальные. Предлагаем подборку видеороликов с некоторыми из них. Оцените их сами, лайком или дизлайком. А мы поехали. Этот аттракцион, если его можно так назвать, для тех, не при женщинах будет сказано, настоящих смелых и отважных мужчин. Или нет? А ведь здесь, в стеклянной коробке, мы наблюдаем двоих представительниц слабого пола. Хотя, не такой уж он и слабый. Добровольно приблизиться на такое расстояние с огромной рептилией, на это не каждый мужчина согласится. Этим русалкам явно не хватает адреналина в обычной жизни. Вызвать у смотрящих на этот аттракцион страх за жизни тех, кто находится в капсуле, вот истинные предназначения этой качельки. И контрольный вопрос. А вы бы пошли на такое? Супер развлечение и супер аттракцион – стопроцентная имитация свободного падения. Это все аэродинамическая труба. Она доступна и взрослым, и детям, и даже собакам-улыбакам. Классная штука, не дешевая, но безопасная. Это как прыгнуть с парашютом с самолета, и до того момента, пока купол не раскроется. Ощущение непревзойденное, и, наверное, в своем роде вызывает зависимость. Если один раз попробовали, вас тянет снова и снова. Рекомендую. Вам однозначно понравится, и питомцам вашим тоже. А бывают аттракционы, созданы для человека самой природой. Ручей, по дороге к большой реке, в скальной породе пробил себе ложбину. И готово. Красивая природа, чистая вода и красивая девушка – практически все, что нужно для хорошего отдыха. Наслаждайтесь. Тюбинг – спокойный аттракцион, который не давит на организм человека сумасшедшей нагрузкой. Скорость ограничена, травматизм минимальный. Лично я рекомендую тюбинг даже маленьким детям. Во время отдыха на аттракционах, таких как американские горки, которые поднимаются высоко и двигаться быстро, возможно столкновение с пернатыми хозяевами неба. Вот как герой этого мини-ролика. Птица врезалась в него на лету. Но даже этот не очень приятный инцидент не испортил настроение этому человеку. Вот серьезный аттракцион. Это крутая горка, которая начинается с свободного падения. На такую экзекуцию над своим телом вам точно не рекомендую идти сразу после обеда. Иначе вы и все окружающие увидят содержание вашего желудка. Если у вашего ребенка плохой аппетит, или он вообще отказывается есть, ловите лайфхак. Возможно, ваше дитя передумает на высоком аттракционе. Да, кому-то вредно и недопустимо, а другим это то, что надо. Вот этот аттракцион, мне кажется, больше средневековый, чем современный. Ну все напоминает о тех временах. Будто еще викинги своих барышень катали. Очень интересная карусель, по крайней мере внешне. Небесная лестница в Доннеркогель, Австрия. Но это уже не аттракцион, а спортзал для фитнеса. Один раз в день поднялся, один раз опустился, и хватит. Еще хорошо лишний вес сбрасывать. Рекомендую. Качели и многие аттракционы очень расслабляют, но это уж слишком. Или же здесь мы видим у посетителя просто проблемы с вестибулярным аппаратом. Если это так, то людям со слабым вестибулярным аппаратом или выпившим алкоголь такие аттракционы я не рекомендую. Если вы любите вкусно и много покушать, не беда, главное, чтобы вы при этом много двигались. Но если вы соберетесь пообедать с друзьями вот так, за подвешенным на высоте 10-го этажа столе и также висящими стульями, то не знаю, сможете ли вы и ваши друзья вообще двигаться. А слабо пригласить свою возлюбленную отобедать прямо над водопадом, ведь если именно там вы сделаете ей предложение, маловероятно, что получите отказ. И в таких местах набрать лишний вес вам, вашей возлюбленной и вашим друзьям вряд ли получится. В мире с каждым днем увеличивается количество любителей больших и искусственных волн. А поскольку спрос порождает предложение, соответственно и строится много бассейнов с функцией искусственного волнения. Прекрасное ощущение, когда тебя волна подбрасывает, а после укачивает, как мама своего младенца в колыбели. Особенно классно отдыхать таким способом, это в жаркий летний день в открытом бассейне. Огромное количество и детей, и взрослых наслаждаются водными процедурами. Очень рекомендую взрослым и детям, но детям только под тщательным присмотром взрослых.
Вот такой не очень сложный аттракцион в силах сделать жители любой местности. Главное условие – это наличие не очень глубокой речки. А дальше все дело техники. Натянули через реку 2 троса и вперед. К слову, небольшой водоем тоже можно выкопать. Главное желание. Ну что ж, мы приехали. Всем, кто досмотрел до конца, прилетит огромный плюсик к вашей карме. А еще с вас лайк, сердечко в комментах и, конечно же, подписка. Всем пока!